Каждый год на исходе зимы, когда утренний туман еще плотным покрывалом окутывает вершины вековых деревьев, а на теневых склонах гор лежит серый подтаявший снег, в лесу начинается едва заметное движение. Природа просыпается от долгой спячки. Для героини этого видео весна знаменуется не просто капелью или первыми зелеными побегами, а возвращением тех, кого она искренне считает своей необычной лесной фэмили. Она живет в уединенном доме, стоящем на самой границе густого дикого леса. Ее утро начинается с простого ритуала: заварить чай, открыть тяжелую деревянную дверь, ведущую на просторную деревянную веранду, и вслушаться в шорохи просыпающейся чащи. Живя здесь уже долгие годы, она научилась замечать малейшие изменения в поведении природы. Но самое главное ее умение — это способность находить общий язык с существами, которых большинство людей считают смертельно опасными хищниками — с дикими черными медведями. Все началось много лет назад с простого увлечения. Оказавшись один на один с первозданной природой, женщина начала фотографировать медведей, которые изредка забредали на ее участок, и внимательно изучать их повадки. Она не искала дешевой сенсации, не пыталась приручить их силой или превратить в домашних питомцев. В основе ее подхода лежало глубокое, искреннее уважение к чужому пространству и свободе. Со временем это наблюдение переросло в нечто гораздо большее. Медведи начали узнавать ее. Они стали приходить к ее дому не из-за голода или агрессии, а потому что почувствовали — это место — зона абсолютной безопасности. «Они принимают меня как часть своего клана», — с теплотой в голосе отмечает она, глядя на то, как массивный черный силуэт медленно отделяется от лесной чащи и направляется к ее крыльцу. В мире людей бытует мнение, что при встрече с медведем нужно либо бежать, либо кричать, чтобы напугать зверя. Но у хозяйки этого лесного дома совершенно другие правила. Самое главное из них — никогда не нарушать личные границы животного и двигаться исключительно в пределах его зоны комфорта. Она никогда не станет целенаправленно подходить к медведю слишком близко ради эффектного кадра или забавы, не станет навязывать свое присутствие или лезть зверю прямо в морду. Вместо этого она использует свое главное оружие — голос. Но это не крик команды и не приказной тон дрессировщика. Она разговаривает с огромными хищниками удивительно мягко, убаюкивающе и нежно. Медведи, которых она ласково называет «нежными гигантами», невероятно чутко реагируют на эту интонацию. Когда к веранде приближается очередной массивный гость, женщина начинает спокойно говорить с ним. В этот момент можно заметить, как медведь замирает, а его округлые уши поворачиваются в ее сторону. Животное внимательно слушает. Они улавливают не просто звуки, а саму энергетику миролюбия, исходящую от человека. В их мире, где каждый день — это борьба за выживание, поиск пищи и охрана территории от соперников, этот тихий, спокойный женский голос становится синонимом покоя. Однако эта дружба не имеет ничего общего с безрассудством. Женщина прекрасно понимает, с кем имеет дело. Дикая природа не прощает понебратства. «Я не боюсь их. Я просто проявляю глубочайшее уважение», — объясняет она свою позицию. Если медведь, увлекшись общением или ведомый любопытством, пытается переступить невидимую черту и зайти прямо в жилой дом, ее тон мгновенно меняется. Она твердо и уверенно произносит: «Стоп, нет, серьезно, брат, не надо». И что самое удивительное, огромный зверь останавливается, словно прекрасно понимая границы дозволенного в этом человеческом пространстве. Они знают ее голос, знают ее правила и принимают их. Пожалуй, самым поразительным проявлением этого уникального доверия стали медвежьи матери. В дикой природе медведица с детенышами — это самый опасный, непредсказуемый и агрессивный зверь. Движимая инстинктом защиты своего потомства, она готова разорвать любого, кто окажется в поле ее зрения. Но у дома этой женщины законы дикого леса работают иначе.
Медведицы не просто не проявляют к ней враждебности, они приводят своих маленьких беззащитных медвежат прямо к ее порогу. Огромные мамы-медведицы абсолютно спокойно могут устроиться прямо на лужайке перед домом или у самого крыльца, чтобы покормить детенышей молоком, пока хозяйка дома сидит в нескольких метрах на веранде и наблюдает за этой интимной сценой из жизни дикой природы. Более того, некоторые медведицы пошли еще дальше. Они начали использовать веранду дома как своеобразный детский сад или ясли. Мать может привести своих пушистых, неуклюжих купсов к дому, оставить их под негласным присмотром женщины, а сама со спокойным сердцем уйти глубоко в лес на несколько часов. Собирать ягоды, искать коренья и добывать пищу. Пока пугливые лесные мамы занимаются своими делами, медвежата резвятся на деревянном настиле. Они быстро привыкают к этому месту. К концу лета подросшие за сезон молодые медведи уже сами прекрасно знают дорогу к этому безопасному оазису. Они помнят, что здесь их никто не обидит. Здесь нет браконьеров, нет крупных самцов-соперников, а есть лишь уютный деревянный дом и добрый человеческий голос, который всегда хвалит их за хорошее поведение. Среди множества медведей, посещающих этот участок, у женщины появились свои любимчики. Один из молодых самцов стал приходить к дому практически каждый день, особенно в летний период. Его любимое занятие — просто развалиться на прохладных досках веранды и дремать часами, наслаждаясь тишиной и безопасностью. Он ведет себя как преданный домашний пес, охраняющий покой своей хозяйки. За все годы он ни разу не доставил ей никаких хлопот, ничего не сломал и не проявил ни капли агрессии. «В моем мире он просто составляет мне компанию», — улыбается женщина. С этим же медведем связана одна забавная и невероятная история, которая до сих пор вызывает удивление у всех, кто о ней слышит. Однажды хозяйка оставила входную дверь в дом открытой, пока занималась делами на кухне. Зайдя в гостиную, она неожиданно обнаружила, что на пороге стоит огромный черный медведь. Зверь не пытался ворваться внутрь или устроить погром в поисках еды. Он просто с любопытством обнюхивал открытую дверь. В какой-то момент медведь аккуратно обхватил пастью круглую дверную ручку. Женщина, стараясь не напугать животное, мягко воскликнула: «Ого!». Она не берется утверждать, что зверь понял ее человеческие слова, но произошло то, во что трудно поверить. Медведь потянул за ручку и аккуратно прикрыл за собой дверь с внешней стороны. За такие проявления удивительного интеллекта и послушания женщина всегда щедро хвалит своих лесных друзей. Одобрительные слова «хороший мальчик», «какой хороший мальчик» стали постоянным спутником этих встреч, укореняя в сознании животных позитивную связь с человеком. Жизнь этой женщины разительно отличается от быта обычного городского жителя или даже типичного обитателя сельской местности. В то время как большинство людей отгораживаются от дикой природы высокими заборами, сигнализациями и страхом, она открыла свои двери навстречу лесу. При этом она остается реалистом и не носит розовых очков. Она понимает, что дикие звери всегда остаются дикими зверями. Я уверена на 99,9%, что они никогда не причинят мне вреда. Но всегда остается этот крошечный 1% вероятности, впрочем, как и с любым человеком или в любой жизненной ситуации, рассудительно говорит она. Утверждать обратное и слепо верить в абсолютную безопасность было бы глупостью, способной погубить любого исследователя. Но этот минимальный риск не пугает ее. Напротив, каждый день, проведенный в окружении этих величественных существ, приносит ей невероятное чувство гармонии и душевного покоя. Ее жизнь кажется ей абсолютно полной, завершенной и осмысленной именно благодаря тому, что ей удалось совершить то, что многим кажется невозможным. Научиться жить в идеальном мире и согласии с черными медведями. Она доказала, что страх и агрессия — это не единственный способ взаимодействия человека с дикими обитателями планеты.
терпение, тихий ласковый голос, уважение к границам чужой жизни и искреннее добро способны растопить лед недоверия даже в сердце грозного лесного хищника. И пока на веранде ее дома засыпает очередной нежный гигант, а в лесной чаще медведица спокойно оставляет своих малышей под ее присмотром, эта удивительная история мирного сосуществования человека и природы продолжает писаться каждый день.